Привет, друзья! Сегодня к нам приедет друг, а это значит, что нужно готовить хаш. Ведь дружественные посиделки должны завершаться хашем. О, а вот и Костя. Привет, Тихон! Привет, привет. Костя, Вот тебе канал «Чё кастрюлька. похавать». Вот моя любимая дощечка. Здравствуй. Здравствуй. Вот я с собой пару ножичков взял. На, это тебе резать, а это мой для ног. Сегодня поготовим. Да. Сейчас будем разделывать говяжьи ноги. Приятно смотреть, когда люди хорошо работают ножами. Вот так вот берешь. Всё. Одна нога есть. Ноги и желудок у нас чистые, поэтому их дополнительно скоблить, ошпаривать, ничего делать с ними не нужно. Соответственно, я сейчас нарежу рубец, тоже крупными кусками, для того, чтобы он хорошенько проварился. Посмотрите, какой шикарный, хороший желудок. Желудок вообще отличный. Я думаю, часика 2-2,5 будет то, что нужно. Давай попробуем. 2,5, я думаю, да, будет. 2,5, 2,40 где-то. Друзья, хочу рассказать вам, что такое афганский казан. И заодно тебе, Тихон. Ты, правда, видел его в работе, так что знаешь. Афганский казан — это скороварка. В этой скороварке есть 3 клапана. Вот это 2 обычных клапана, рабочие, а вот это аварийный клапан. Если эти 2 клапана забиваются, то срабатывает аварийный. Форма у него напоминает наш чугунок. То есть, и получается, что здесь давление получается где-то от 1,7 до 2 атмосфер рабочее давление. Температура, при которой появляется первый свист, где-то порядка 103 градусов. Температура, при которой происходит готовка, где-то в районе от 120 до 130 градусов по Цельсию. После того, как вы закончили в нем готовить, не надо его выпускать в воздух из клапанов. Можно просто поставить его, и он еще будет минут 15 дальше готовить сам уже. Причем так ароматы лучше сохраняются, если не выпускать этот пар. Потому что если ты выпускаешь давление, то резко падает температура и по-другому немножко происходит. При приготовлении в нем картошка, например, она не разваливается, она за счет давления всегда сохраняет свою форму. Ну что, давай, Тихо, загружать. Закладываем. На 2/3 можно загружать такой казан. На 2/3. Здесь объем этот казан 10-литровый. Ну, это у афганцев написано, что 10 литров. Так он 9 литров. Мы должны загрузить его где-то на 6. Мы сейчас все заложим. Жидкости сюда надо наливать ровно столько, сколько бульона вы хотите, чтобы у вас получилось. Если вы, например, готовите суп. А жидкость практически не выкипает. Вот сейчас мы загрузим все. Ну, поплотнее, наверное, кости уложить. Они абсолютно все потом развалится, и все будет. Ну, ты видел, что получается. Баран вроде был полный в казане, а в итоге получилось, что... Сейчас мы проверим клапана, ходят, и проверим аварийный клапан. Вот он. Все работает, все нормально. Теперь мы его закрываем и ставим на печку. Пускай готовится. Друзья, хаш у нас варится без соли, в собственном соку, поэтому сейчас мы разводим костер, ставим его на печь, а все вкусняшки в виде чеснока нарубленного, зелени, тертой редьки традиционной и подсушенного лаваша приготовим, пока он варится. Согласен. Займет у нас где-то 2,5 часа, как мы сказали. Ну, может быть, чуть больше. Разжигаем огонь. Разжигаем. Друг мой, все готово. Ну что, попробуем? Надо немножко зелени порубить, чеснока. И чтобы для полного кайфа нужно еще редьку почистить и потереть. Ну попробуй, как тебе получится сербским ножом почистить редьку? Главное очень захотеть. Не, ну желание это самое главное.
Ну что, друзья, открывай. Давай. Вот это хаш. Посмотрите, какой бульон. Насколько разварилось все мясо. Дорогому гостю. За встречу. Да, за встречу. Сказочно. То, что нужно. Обалденно, друзья. Ну а чтобы каждый из вас мог приготовить то же самое, мы с Костей разыграем вот такой вот афганский казан. Да, вот такой вот 3-литровый маленький. Костя лично подарит его вам. Ну как лично, отправит тому, кто выиграл. В общем, все условия... Вот именно вот этот отправлю. Да. Вот все условия будут в первом комментарии под видео. Вы просили подарков, мы сделали вам подарки. Ну а мы на этом заканчиваем. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на канал Кости. До скорых встреч. До скорых Пока-пока. встреч.